Naxos от Зержов способен перенести вас на юг Италии, где на улочках деревень смешивается целая палитра ароматов. Свежесть цитрусов, цветочная мягкость, сладость меда и выпечки, терпкость табачного листа. Удивительно, что они аккуратно сменяют друг друга по ходу развития композиции, не создавая какофонии. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Конопелькин, я парфюмер-любитель, и в этом видео мы разберем особенности структуры Зержов Naxos, чтобы понять, как удалось добиться этой согласованности. Прежде чем перейти к формуле, напомню вкратце историю Naxos. Зержов – это итальянский дом, основанный Серджио Момо, известный своей роскошью, мастерством и приверженностью качественным ингредиентам. Выпущенный в 2015 году, Naxos является частью коллекции XJ 1861, посвященной 150-летию объединения Италии. Каждый аромат в коллекции отдает дань уважения этой стране. Ренессанс воспевает исторический период, Зефира – Рим, а Naxos – это восхищение солнечной Сицилией. Он призван передать богатую историю острова и его средиземноморский характер. Хотя продуманный брендинг и шикарное оформление коробки и флакона сыграли свою роль, популярность Naxos основана в первую очередь на формуле, которая выстроена на высоком уровне. Аромат открывается ярким сочным сицилийским цитрусом, чем-то бодрящим, словно солнце, освещающее фруктовые рощи. В основе этой ноты лежит эфирное масло бергамота, которое наверняка подкреплено маслами других цитрусовых, а также следовыми количествами ацетатов для легкого усиления резкости. Далее чувствуется лаванда, ключ к классификации Naxos в качестве ароматического парфюма. Здесь лаванда не резкая, не лекарственная, не брутальная, как в классических ароматах для парикмахерских. Вместо этого она мягкая и невероятно гладкая. Как парфюмеру Крису Моррису удалось этого добиться? Путем добавления большого количества линолеола от 5 до 10%. При смешивании линолеола с эфирным маслом лаванды смягчается ее природная резкость. Дополнительно линолеол играет важную роль в заполнении пространства, создавая мягкий фон, который связывает верхние цитрусовые ноты с центральными белоцветочными. Кроме того, на старте есть еще и ощущение освежающей, почти морозной свежести. Наверняка это ментол меньше 1%, хотя может быть и что-то более интересное, вроде эфирного масла мяты или эвкалипта. Благодаря триаде цитрусов, ароматических трав и прохлады, Naxos открывается ярко, успокаивающе и бодряще. Классическое средиземноморское настроение, воплощенное с максимальной точностью. После этого проявляются центральные гурманские и пряные ноты. Медовый аккорд в Naxos – одна из самых известных характеристик этого аромата. Его особенность состоит в том, что этот мед избегает распространенной ловушки и приторной сладости. Мед Naxos насыщенный, теплый и многогранный. Разумеется, здесь используется ваниль, но я бы хотел отметить левистомель. Специализированный материал, обеспечивающий насыщенную, карамельную, бальзамическую сладость медового аккорда. Хотя он и применяется в следовых количествах, около 0,1%, его влияние на гурманский аккорд сложно переоценить. Левистомель поддержан этилмальтолом, придающим горьковатую сладость сахарной ваты. Любопытно, что медовость может развиваться как минимум в двух направлениях – цветочном и анималистичном, поэтому точное восприятие этой ноты здесь индивидуально. Общее ощущение гурманики усилено гелиотропином до 5%, который придает пудровую сладость вишневого пирога. Дальше – жасмин. Как и лаванда, жасмин здесь не является кричащим, пьянящим цветочным ароматом. Он здесь для того, чтобы быть сияющим и прозрачным. Этот эффект воссоздан с помощью значительной дозы гидеона – от 10 до 15%. Наконец, кашмеран придает бархатистую, мускусную, слегка древесную структуру, которую часто описывают как ощущение кашемировой шерсти. Хотя кашмеран относится к синтетическим мускусам, традиционно базовым молекулам, я вынес его в середину, потому что уже здесь он придает Naxos плотность и насыщенность. Если вам нравится это видео, поставьте лайк. Кроме кашмерана, гурманскую сладость поддерживают и другие базовые молекулы. Значительное количество изоесупер, около 15%, обеспечивает бархатистое, древесно-янтарное сияние, которое позволяет насыщенным базовым нотам, таким как табак и ваниль, раскрыться, не становясь при этом слишком плотными. Эфирное масло пачули, меньше 10% от всей формулы, служит еще одним структурным якорем, обеспечивая землистую основу. На этом же уровне концентрации присутствуют и синтетические мускусы, такие как габанолид, гильвитолид, этиленбросилат, также продлевающие стойкость и улучшающие раскрытие отдельных нот. Аромат можно сравнить с виллой на Сицилии. Бергамот, ливон и лаванда символизируют освежающий бриз,
Они несут в себе аромат цитрусовых рощ и диких трав с близлежащих холмов. Центральные ноты – это праздничный стол, задрапированный мягким плотным шелком, украшенный ароматными букетами пьянящего жасмина и пудрового гелиотропа. На этом столе расставлены сверкающие баночки с густым медом и свежие пирожные, посыпанные пряной корицей. А базовые ноты подобны лучистой золотистой дымке и нагретым солнцем каменным стенам поместья. Благодаря вышеописанной структуре Зержов Накса стал современным эталоном в своем направлении. Хотя поджанр медово-табачных ароматов уже был занят другими выверенными формулами, такими как Мюглер, Эймун Пьюр Гаван или Том Форд Табако Ваниль, Наксос принес в этот поджанр уникальный баланс и сияние. Наксос продемонстрировал, что насыщенный гурманский аромат может быть освежающе ярким. А в следующем видео мы разберем Parfums de Marly Layton.